Друзья, вы в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, приветствую вас. Всем добрый день. Обсудим второе скандальное заявление Трампа. Это выход из Парижского соглашения по климату. Почему вот президенты США по очереди туда то входят, то выходят? Я уже запуталась. Трамп и в первый свой президентский срок подписал решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Байден вернул Соединенные Штаты в это соглашение, и сейчас Трамп снова уводит. Такая вот американская чехарда, которая, конечно же, делает симпатичными любые межгосударственные соглашения с этим замечательным режимом, так скажем. Подписываешь с одним президентом, Трамп демонстрировал, как это делается. Напомню, что в одностороннем порядке, ничего толком не объясняя, вышло с глобального соглашения по ядерной программе Ирана, вызвав напряжение во всем мире на самом деле. Приблизительно то же самое происходит с Парижским соглашением. Напомню, что такое Парижское соглашение по климату. Думаю, что многие его слышали о том, что вот такое оно есть, что оно значит, мало уже кто помнит. Вся эта история началась еще в прошлом веке на саммите тысячелетия в 92 году в Рио-де-Жанейро, когда страны, входящие в ООН, внезапно решили бороться с глобальным потеплением климата. Сначала это было просто пожелание, некая декларация, которую все подписывали, рамочная конвенция по борьбе с изменениями климата, так это называлось, пока она не доросла до уровня Киотского соглашения. Там все было уже значительно более конкретно, появился список газов, дающих тепловой эффект. Это не только углекислый газ, это метан, это еще 4 газа, названия которых сложно повторять, не так и важно, всевозможные оксиды серы, оксиды азота и так далее. И появилось разделение стран на три категории. Условно, те, кому необходимо платить и каяться за то, что во времена индустриализации выбросы всех этих тепловых газов были огромными, и, соответственно, для того, чтобы все это компенсировать каким-то образом, они соглашались платить для того, чтобы страны, которые отнесены в категорию развивающиеся, могли на эти деньги строить замечательные, прекрасные, великолепные солнечные ветряные электростанции, гидроэлектростанции, в общем, все что угодно, где не используется химическая реакция горения, за исключением ядерной энергетики, потому что инициаторы европейские страны и Соединенные Штаты, и атомная энергетика – это отдельная большая такая трагедия, комедия, предмет для отдельного технотриллера. Вторая категория стран, это которым разрешено просто каяться, но не платить. В этот разряд входит Россия. Мы тоже занимались индустриализацией, но поскольку у нас экономика находится в переходном этапе, на переходном этапе от страшной плановой экономики, ужасного социализма к распрекрасному, развеселому капитализму, можем не платить. Ну и, соответственно, страны-реципиенты, для которых нужно было создавать фонды, чтобы они могли заниматься развитием низкоуглеродной энергетики. Киотский протокол подлежал ратификации, и вот здесь начинается занимательное. Соединенные Штаты подписали Киотский протокол, но не ратифицировали. Россия подписала. На тот момент, когда наступило время принимать решение о ратификации, как ни странно, вот удивительно, рядом наш тогдашний премьер-министр, небезызвестный Михаил Касьянов, вместо того, чтобы молча подписывать какие-то документы, которые из города Нью-Йорка пришли, действовал по очень странной схеме. Он обратился в Российскую академию наук с вопросом, насколько все это обосновано и что с этим делать. Удивительно, рядом. Российская академия наук в течение 2002-2004 года провела в общей сложности почти 20 семинаров, прежде чем в 2004 году вынести свой вердикт. Киотский протокол не имеет научного обоснования. То есть все рассказы о том, что именно антропологический вклад в глобальное потепление имеет решающее значение, вопрос, имеет ли место быть вообще глобальное потепление, вопрос, после чего в том же 2004 году на осенью наша Государственная Дума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию Киотского протокола. На мой взгляд, вот, я просто излагаю факты, вы уж без меня прокомментируйте, что это может означать. Мнение Академии наук России с той поры не изменилось, никто вопросов больше не задавал.
Мы ратифицировали этот Киотский протокол, выполнили все его условия просто с огромным запасом, поскольку наша реиндустриализация 90-х годов обеспечила нам снижение тепловых выбросов на нужное количество процентов, да еще и с запасом. А Соединенные Штаты просто они могут делать, что хотят, потому что за ними никакого ратификации не было Киотского протокола, а Парижское соглашение – дальнейшее развитие положения Киотского протокола. Соответственно, их ничего не связывает. Каждый день президент может делать все, что ему больше нравится. Если бы Байдену хватило сообразительности провести это через Сенат и Конгресс, Трампу было бы сложно. Но поскольку Байден этого не сделал, Трамп просто отменил его указ. Все. Что это означает для самих Соединенных Штатов? Намного сложнее будет получать лицензии на строительство ветряных солнечных электростанций. Намного сложнее будет получать аренду на те участки, на которых планируется такое строительство, причем как на материке, так и морские проекты подвиснут. Это означает, как ни странно, дополнительные трудности для европейских компаний. Что касается ветроэнергетики, то здесь уровень развития технологий у европейских компаний повыше, и они рассчитывали на американский рынок как на лакомый кусок, теперь могут повязать салфеточку и успокоиться. Что это означает для стран развивающихся? При Байдене вот в эти фонды для строительства низкоуглеродной энергетики, низкоуглеродных объектов генерации, так, наверное, правильнее, в развивающихся странах Соединенные Штаты платили, сейчас платить перестанут. Поскольку это Соединенные Штаты и вес их экономики такой, какой он есть, это означает, что эти фонды будут наполняться раза в 2 медленнее. А как они пополняются, мы видели, если следили за КОП-29 в городе Баку, там тоже отдельный какой-то спектакль такой политико-энергетический или политико-финансовый. Сначала раздались голоса многочисленных критиков Азербайджана. Вы проводите экологическую конференцию в стране, которая добывает огромное количество неископаемого топлива и нефти, и газа, и вообще это безобразие. После чего вышел господин Алиев и вежливо спросил, а я сейчас разговариваю с теми людьми, которые должны были наполнять денежные фонды для того, чтобы могли строить другие электростанции, и не платят. По очень несложным подсчетам денег, которые требовалось внести, там что-то около 3 триллионов. С большим трудом сошлись на 300 миллиардах. Критика в адрес Азербайджана прекратилась, денег больше не стало. Сейчас еще Соединенные Штаты выйдут. На мой взгляд, вот этот шаг Трампа можно расценивать по-разному. Он не желает беречь природу, мать его. Мы желаем беречь природу, поэтому мы изо всех сил вошли в ESG-повестку, мы занимаемся углеродными единицами. При строительстве атомных электростанций мы говорим не о том, что это надежный бесперебойный источник электроэнергии, стоимость которой значительно ниже, чем у любых других типов электростанций. Мы говорим о том, что мы сэкономили такое-то количество выбросов углекислого газа. Я действительно не самый большой специалист по всему, что происходит в нашей атмосфере, но мне кажется, уменьшение количества углекислого газа на урожайности наших зерновых сказывается не лучшим образом. Может быть, и стало этого углекислого газа больше, но я просто напомню, что на тот момент, когда принималось решение, что Россия будет соблюдать положение Парижского соглашения, речь шла о том, что мы должны провести тщательный анализ поглощающей способности природы России. Углекислый газ поглощает наши леса, наши кустарники, наши болота и кто угодно еще. Организация Объединенных Наций оперирует теми данными, которые получила в 90-е годы от Советского Союза. В 90-м году были даны сведения о том, что поглощающая способность России 600 миллионов тонн углекислого газа в год. Прошло 30 лет, данные не обновлялись. Я с таким недоумением наблюдал за тем, что происходило в 2019-2020 году. Мы, конечно, разрешаем рассказывать на территории России анекдоты про горячих эстонских парней, но, по-моему, совершенно напрасно. Надо запретить как оскорбляющую честь и достоинство. Финны в 2019 году задумались. Вот финские леса, вот карельские леса, разделенные какой-то условной политической границей. Почему поглощающая способность в Финляндии кратно выше, чем в Карелии? В чем проблема?
Феномен решили финны, и для того, чтобы разобраться с этим феноменом, нашли компанию, которая способна заниматься таким анализом. Boston Consulting Group, прямо скажем, не отличающийся русофильством, какими-то огромными симпатиями по отношению к России. Им дали денег, они пошли исследовать. В 2020 году они отчитались. Россия, давая данные о том, что поглощающая способность ее лесов 600 миллионов тонн углекислого газа в год, врет. Просто врет самым наглым образом. У нас, конечно, в Boston Consulting Group нет полных данных спутникового наблюдения. У нас, к сожалению, ничего не летает на территории России, но то, что летает, показывает минимум миллиард тонн. Минимум миллиард тонн, потому что мы не можем сделать точный анализ поглощающей способности лиственных лесов и хвойных лесов. Взяли как бы некую среднюю величину, получили миллиард тонн. Наше Министерство природы во главе с министром Козловым не отреагировало никак. Я думаю, что на этом все закончилось, но в 2021 году Boston Consulting Group сообщила, что заказ был достаточно большим, мы продолжаем работать над его выполнением. У нас в списке, кроме лесов, значились болота. Мы посмотрели, сколько на территории России болот, поняли, что это работа надолго, мы и детям, внукам передадим. Все, что мы смогли за это время сделать, за 2 года, мы оценили поглощающую способность Васюганского болота. Еще 1 миллиард тонн. Будем продолжать, сказали Boston Consulting Group, но с той поры на русском языке найти материалы об продолжении исследований невозможно. С английским у меня не очень хорошо, так что если кому-то это интересно, я с удовольствием послушаю, почитаю, если есть информация, будьте добры. Кроме того, поскольку надо было выполнять поручение президента, создана рабочая группа в Российской академии наук, которая совместно с Роскосмосом готовит соответствующую программу работы. Это нужны спутники, это нужно программное обеспечение, это большая серьезная работа. В это время наше многоуважаемое правительство, которое я, конечно, ни в коем случае не критикую, я всегда рад рассказывать о новых достижениях наших руководителей, занимается выделением квот. Вот сейчас они учитываются, но не продаются. Может быть, по примеру Европы мы будем продавать эти углеродные квоты. Нам же не скучно. Откуда берется слово «квота»? Ну, если помните, вот задачки по физике. Дано найти. У нас в графе «дано» количество выбросов. Мы уже более-менее посчитали, какие выбросы нам обеспечивают наши электростанции, наша горнорудная промышленность, химическая промышленность и так далее, и так далее. Но у нас нет данных о том, сколько поглощается. Но квота уже есть. Почему? Потому что мы берем за основу данные 1990 года. 600 миллионов тонн. И на основании этого начинаем заниматься квотами. И учитываем углеродные единицы, и в эту статистику вносим время от времени гидроэлектростанции, время от времени атомная электростанция. Все прекрасно. Впереди торговля этими квотами. Мы молодцы. А Трампа нужно критиковать. А у меня почему-то критика не получается. Наверное, я что-то делаю не так, но буду рад, если в ваших замечаниях, комментариях вы мне укажете, в каком именно месте я не прав. Повторяюсь, рабочая группа, созданная Академией наук и Роскосмосом, о результатах своей работы еще не отчиталась. А углеродные единицы и квоты к ним мы уже ввели. Мы молодцы. А Трамп негодяй. Наверное, как-то так. А может быть, я чего-то не понимаю. Если прислушаться к тому, что Трамп говорил, подписывая этот документ, он действительно не видит необходимости вот такого перекоса в сторону солнечной ветряной генерации, не понимает, для чего это нужно, не понимает, почему при таком обилии, которым природа наградила недра Соединенных Штатов, что касается угля, что касается газа, почему необходимо в первую очередь строить солнце и ветер, если они ненадежны. Это его слова. Я напомню, что есть более такой мягкий термин климатически зависимая генерация. Если посмотреть на ту статистику, которую дает наш системный оператор, то коэффициент использования установленной мощности, то есть 24 часа в сутках, сколько из этих часов электростанция вырабатывает электроэнергию. Если из 100 часов, 100 часов работает, значит, коэффициент использования установленной мощности 100%. Если ниже, то
соответственно, ниже. Вот коэффициент использования установленной мощности солнечных электростанций, работающих на территории России, по данным системного оператора, 7%. То есть, ну, давайте, вот берем сутки. 24 часа, 7%, полтора часа солнечная электростанция работает, все остальное время украшает собой пейзаж. Вопрос, точно ли нам это необходимо? У Дональда Трампа, чья страна находится значительно южнее, чем Россия, если не считать Аляски, конечно, свое мнение. У нас другое. Мы продолжаем строить солнечные электростанции. На мой взгляд, если бы вслед за демаршем со стороны Соединенных Штатов по отношению к вот этой теме зеленой революции такой же демарш совершили бы, допустим, страны БРИКС или отдельно взятая Россия, может быть, вот это зеленое безумие удалось бы остановить. Не за Дело этого в том, что у исключать. нас президент также скептически относится к этим соглашениям парижским, климатическим. И почему-то просто ну, вразрез со словами президента, с убеждениями президента действует государство, система. Ну, тут надо просто присмотреться к тому, кто у нас основной активист ESG-повестки. Экология и government понимают там эту букву «Си» посередине, расшифровывайте как хотите. У нас главным активистом этой повестки является Сбербанк. Или Сбер. Он теперь уже не банк. Замечательная организация, которая то отмечает 150 лет, то на вопрос, почему вы до сих пор не работаете на территории Крыма, сообщает, что мы же только вот недавно появились. Почему? Потому что есть практика того, что происходит в Европейском Союзе. Торговля углеводородными квотами идет вовсю. Банки на этом зарабатывают. То, что это дает совершенно непроизводительную нагрузку на всю экономику, то есть мы все производим углекислый газ, вот ничего мы с этим сделать не можем. И если наше предприятие заставит платить за эти выбросы, ну что тогда будет? Мы в капитализме живем. Если есть дополнительные расходы, значит, растет себестоимость. Если растет себестоимость, значит, вся продукция тоже растет в цене. На кого это будет перенесено? Достаточно очевидно. Но банки ведь это не интересует. Банки интересует возможность покупать, продавать эти углеродные квоты. Перспектива светлая. Банки в Европе на этом очень хорошо зарабатывают. Значит, у нас есть люди, которые считают, что и у нас банки тоже на этом должны зарабатывать. Если это остается на повестке дня у нашего замечательного правительства, мудрого, значит, есть люди в правительстве, которые считают, что это такое вот новое направление, у нас будет рост ВВП. ВВП же по-разному можно высчитывать. Мы удивляемся тому, что, несмотря на поток сообщений из Германии о том, что закрываются все новые и новые заводы, металлургические, химические, теперь вот автомобильные, ВВП у них там что-то возле нуля, иногда даже растет там на 0,1%. Правильно, если 5 раз продать углеродные квоты, то вот Вот вам и и вопрос. ВВП вырос. Тоже неплохо. То, что при этом растет уровень инфляции, ну, это уже отдельный разговор. Так что мне бы, вот как ни странно, очень хотелось бы, чтобы вслед за решением Дональда Трампа кто-то у нас в правительстве задумался о том, что же мы делаем, для чего нам все это надо. У нас даже простые вещи с места особо не двигаются. Напомню, что если смотреть на нашу статистику, на чем вырабатывается наша электроэнергия, есть отдельная графа гидроэлектростанция и отдельная графа малая гидроэлектростанция. Раздел сначала, когда вот это разделение появилось, линия раздела проходила на уровне 25 мегаватт, то есть до 25 мегаватт. Все это относится к возобновляемым источникам энергии. А если гидроэлектростанция вырабатывает больше, то она уже не относится к возобновляемым источникам. Под давлением энергетиков эту черту сдвинули. Сейчас 50 мегаватт. До 50 мегаватт мощность возобновляемая энергетика, 50,1 невозобновляемая. Я пытаюсь себе представить, как выглядит вот эта гидроэлектростанция, которая не относится к возобновляемой энергетике, к зеленой. Вода, падая с плотины на турбину, становится черной. А может быть, она просто исчезает. То есть вот до 50 мегаватт она спокойно проходит через
гидроагрегат, а на Саяно-Шушенской вот, вода исчезает и не возобновляется. Попытки объяснить, что неизвестно, для чего ввели эту графу, натыкается на следующее соображение. Были проведены специальные исследования, которые показывают, что водохранилище является источником тепловых выбросов. На недоуменный вопрос компании «Росгидро», а где проводили эти исследования, ну, первый ответ был просто блистательно, какая разница. Росгидро повторила вопрос, получила детальный ответ. В Бразилии. В Бразилии, оказывается, действительно растут какие-то водоросли, которые падают на дно водоема, выделяют углекислый газ, выделяют метан. В Росгидро опять удивились, мы не Бразилия. Это Бразилия на экваторе, мы немножко в другом месте. Но поскольку никто уже ничего не слышал, есть же вот мировая практика, зачем что-то свое иметь, по договоренности с нашим Институтом атмосферы физики, физики атмосферы, Росгидро в течение 3 лет проводила экспедицию. Исследовались 9 водохранилищ во всех климатических зонах, начиная от самых южных в Дагестане, заканчивая Колымской ГЭС. На Колымской ГЭС ничего не цветет. Это невероятное открытие. Никто об этом раньше не думал. Водохранилище Колымской ГЭС не каждое лето успевает освободиться от льда. В рамках проекта «Точка сборки» мне удалось побеседовать с руководительницей этой научной экспедиции. Данные были опубликованы в академических журналах всевозможных. Результат исследования в самом худшем случае ноль. Сколько поглощает, столько и выделяет. Во всех остальных случаях поглощение углекислого газа больше. Эти сведения доведены до нашего уважаемого правительства. Но это было всего 1,5 года назад, поэтому отреагировать еще не успели. Поэтому у нас по-прежнему 2 статистики для гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция до 50 мегаватт – это зеленая возобновляемая энергетика. После 50 – это просто ГЭС, не зеленая и не возобновляемая. Мне кажется, что настало время, действительно задуматься о том, что же мы делаем. И мне очень хотелось бы, чтобы замечательный пример Дональда Фредовича оказался заразительным. У нас правительство меняется значительно реже. Если мы один раз выйдем из Парижского соглашения, есть надежда на то, что обратно не вернемся. Так что любите природу, но не забывайте о том, что такое энергетика. Спасибо, Борис Леонидович. Я надеюсь, что в комментариях наши слушатели и зрители напишут нам, что они думают по этому поводу. Должна ли Россия выйти также, по примеру США, из Парижских соглашений климатических? Спасибо за внимание. Но на самом деле вот то, что Соединенные Штаты перестанут выполнять все эти зеленые фонды, позволяет задуматься о многом, в том числе о том, что происходит в нашей России, о том, как идет достижение технологического суверенитета. Это на самом деле очень связанные вещи. Если тема кажется интересной, пишите, буду рад откликнуться. Да, Всем да. спасибо за внимание, всем всего доброго. До свидания, друзья.